Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. В то время как Дилан и Баран наслаждаются обстановкой, подготовленной Мираном, они думают, что эта подготовка была сделана друг другом. Пока Баран задается вопросом, кто это сделал, потому что они обманули нас обоих, они понимают, что это сделал Миран. Когда Дилан говорит: «Я должен был понять, что ты не можешь делать такие любезности», Баран очень злится. Когда Баран говорит Дилану, что то, что я делаю, не имеет никакой ценности, Дилан говорит, что я этого не говорил. Между ними происходит большой спор, и они уходят. Пока Акиф покидает Берфин в особняке, они не говорят ни слова. Когда Берфин уходит, он желает ей спокойной ночи и грустно входит, Акиф какое-то время присматривает за ней, а когда она уходит, Берфин оглядывается и начинает громко плакать. Она видит, как он уходит. Когда Тугба подбегает к нему и спрашивает: «Если тебе так больно, почему ты покидаешь Акиф Бея?» Берфин отвечает: я должен защитить его». Госпожа Хаджер думает о речах и советах Гэжи Азади и говорит: «Вы не сможете изменить мое решение, вам это никогда не удастся». Несмотря на то, что дядя Ахмед приходит к Гэжи Хаджер и советует ей, что доброта прекраснее, госпожа Хаджер остается очень строгой. Госпожа Хаджер говорит, что уже слишком поздно для всего, я пережила столько боли, что ничто не может смягчить мое сердце, и она уходит внутрь. Дилан и Баран продолжают ссориться по пути к особняку. В последний раз, когда Дилан сказал, что они не могут с тобой разговаривать, Баран решил: ладно, тогда давай не будем разговаривать. В тот момент, когда Миран выходит и Дилан спрашивает, какой приятный сюрприз ты сделал, она говорит Мирану, что это не сработало. Дилан и Баран оба говорят, что они им очень нравятся и что они считают их хорошими, но продолжают припираться себе под нос, даже в конце ряда, и говорят: пойдем внутрь. Когда Акиф приходит домой и видит лицо госпожи Айхан, он очень расстраивается. А боже, если это не сработает, им следует забрать девочек, а когда он злится, говоря, что это слишком. Акиф входит, ничего не говоря. Дилан и Баран лежат на кровати, поворачиваются спиной друг к другу и задаются вопросом, не слишком ли они задержались. Пока Баран раздумывал, что делать, доброе слово могло заставить змею вылезти из норы. Дилан сказала: «Ты думаешь, я куплюсь на сладкое слово?» Они думают, что очень скучают по каждому человеку, но не могут отказаться от своего упрямства. Когда Дилан говорит «Баран» во сне, Баран тут же встает и говорит «Дилан». Дилан лежит на плече Барана во сне и говорит: «Я так скучал по тебе сегодня». Баран очень радуется и говорит, что я тоже скучал по тебе, я так скучал по тебе. Он удивляется, когда утром просыпается с Диланом на плече, и когда Баран ведет себя так, как будто они мирно, а Дилан хочет продолжить ссору. Баран рассказывает о том, что он делал ночью во сне. Дилан, человек не может нести ответственность за то, что он говорит и делает во сне. Баран ага встает с постели. Пока Берфин думала, что хотя она и хотела, чтобы Акиф позвонил ей, Хаджер Ханым подошла к ней и спросила, как она себя чувствует. Берфин сказала: «Гордитесь своей работой, как хотите», и уходит. Госпожа Хаджер несколько раз плачет и говорит за спиной, что забудет. Акиф также крайне рассеян. Пока Дилан находится в комнате, приходит Баран, Дилан смотрит на него, и Баран спрашивает, собирается ли он что-нибудь сказать. Когда Дилан спрашивает, не я ли это, Баран очень злится. Когда Дилан говорит, что я думал, что ты собираешься ему рассказать, Баран говорит нет, а Дилан говорит: хорошо, я пойду, и выходит из комнаты. Пока Дилан работает на кухне и жалуется на Барана, когда приходит Берфин и спрашивает, как дела, Дилан говорит: у меня были лучшие дни. Потом он говорит Берфину: я спрошу тебя, как дела, но боюсь твоего ответа. Когда Дилан говорит: кстати, ты должен получить то, что получаешь, Берфин говорит: у нас нет надежды, а когда Миран просит о помощи, он говорит: по крайней мере, ты можешь быть счастлив. Дилан говорит, что обида продолжается из-за упрямства Барана, но не говорите, что у нас нет на вас надежды, любовь всегда побеждает. Берфин уходит от него, говоря, что он больше не будет одним из нас. Когда Акиф приходит к Барану и спрашивает, не помирились ли вы с Диланом, Баран отвечает, что Дилан просто упрям.
Когда Акиф говорит «не задерживайся, жизнь недостаточно длинна, чтобы быть в разлуке с тем, кого ты любишь», Берен говорит ему не отказываться от своей любви, несмотря на человека, которого ты любишь. Выпечка Джейды Дилан так приятно пахнет ее носом, что она не может этого вынести. Между тем, когда госпожа Азади приходит и спрашивает, что вы делаете, Джейда говорит: «Я выгляжу так, как будто я делаю». Затем она упоминает, что была такой же, когда была беременна. Когда Джейда выходит из кухни, приходит Дилан и говорит, что приготовит тарелку для Барана и Мирана. Баран приходит к Мирану и спрашивает, что ты делаешь. Когда Миран спрашивает, не помирился ли ты с моей матерью, Баран говорит, что мама очень злится на меня. Миран говорит, что тогда он сделает что-нибудь, чтобы доставить ей удовольствие. Вместе они готовят подарок Дилану. Когда Дилан приносит им выпечку и спрашивает, что они делают, они говорят, что запах скоро выветрится. Хотя госпожа Хаджер рада, что Тарик и Баран больше не смогут связаться с нами, Тарик говорит: «Не будь так уверена, мама, я продолжу расследование». Его беспокоит разговор девушки Агуза, и Тарик говорит: «Не волнуйтесь, мы найдем способ». Когда Баран оделся и наткнулся на Дилана, Дилан спросил, собираемся ли мы куда-нибудь. Когда Баран сказал: «Я иду на бизнес-ланч, моя работа займет много времени, не жди, иди спать», и ушел. Дилан сказал ему: «Посмотри на это утешение, не жди», он уже лег спать. Потом к нему приходит Миран и спрашивает, куда пошел мой отец, а Дилан говорит, что он пошел на бизнес-ланч. Когда Миран спрашивает, почему он не взял тебя, Дилан говорит, что твой отец счел нужным и говорит больше, чем Миран говорит, тогда пойдем тоже. Когда Дилан говорит, что нет сына, если они пойдут как мужчины, Миран говорит, что это означает, что мы оба. Дилан говорит: «Ой, да, извини, я, конечно, неправильно понял, пойдем с тобой, куда бы это ни пошло, тогда давай собираться». Пока Акиф и Берфин готовят стол для Барана и Дилана, рана на губе Акифа кровоточит, и Берфин не выдерживает и тщательно вытирает ее салфеткой в руке. Акиф говорит ей, что я не откажусь от нас, потому что ты меня тоже любишь, я буду ждать тебя. Берфин говорит, что не может быть одним из нас, и идет в особняк, потому что ему нужно помочь Дилану. Когда госпожа Хаджер приходит снаружи, она встречает Тарика. Когда Тарик спрашивает, откуда вы, госпожа Хаджер снова позвонила подруге Агуза и попросила денег, угрожая пойти к Барану, если вы ей не дадите, она встретила его под предлогом того, что дал деньги, потому что я сделал то, что было необходимо. А отдав деньги, я воткнул ему в шею иглу и отравил его. Когда Тарик злится на нее и спрашивает: «Мама, что ты сделала?», госпожа Хаджер говорит: «Не волнуйся, я выполнила твою работу чисто, никто нас не заподозрит, теперь я хочу пойти в свою комнату. И отдохни, это был очень утомительный день». Пока Дилан готовится, ему помогает Берфин. Готовясь, Дилан благодарит Берфина. Миран и его мать приходят к месту, подготовленному Акифом и Берфином. Когда Дилан спрашивает: «Мама, зачем мы пришли сюда?», Миран отвечает: «У меня для тебя сюрприз, давай». Когда они подходят к столу, Дилан спрашивает: «Мама, ты все это приготовила», в то время как Берен кашляет и кашляет, а когда он подходит к ним, Миран говорит: «Помиритесь», оставляет их в покое и уходит обратно. Берен тянет стул Дилан и усаживает ее. Когда Дилан спрашивает: «Спасибо, все было игрой», Берен отвечает: «Благодаря моему сыну, я бы не смог сделать все это без него». Дилан говорит, что он сын своего отца. Когда Берен говорит, что мне жаль, что эта проблема продолжается слишком долго, Дилан говорит, что мне тоже очень жаль. Тогда Баран передает подарок, о котором он думал, и говорит: «Там не только сюрприз, но и подарок. Посмотрим, мы с сыном его выбрали». Когда Дилан открыл его, Берен сделал именной бейдж, чтобы вы могли положить его на свой стол в фонде. Дилану это очень нравится, и он сразу же встает и обнимает Барана. Тарик в панике приходит в комнату Гэжи Хаджер и сообщает ей, что ювелир Иззет вел учет ее особых украшений и что Акиф получил к нему доступ. Пока госпожа Хаджер бьет себя по коленям, говоря: «Я устала», мать Тарик говорит: «Хорошо, я что-нибудь сделаю». В то время как Берен и Дилан переживают мир примирения, они объясняют, как скучают друг по другу, злясь друг на друга, и дают обещание больше не злиться.
Дилан говорит: давайте никогда не причиним друг другу вреда, давайте всегда будем рядом, давайте взращивать наше счастье, а не обиды, давайте найдем исцеление в груди друг друга, когда нам грустно. Бэрон говорит, что твое место здесь, ты принадлежишь этому месту, ты в моем сердце, Дилан, ты всегда будешь здесь, в моем сердце, навсегда. Затем они садятся есть, чтобы еда не остыла. Когда Дилан говорит, что она красивая, Бэрон говорит, что ты еще красивее. И когда он говорит, что готовил всю еду сам, Дилан говорит ему спасибо. Когда госпожа Хаджер начинает собирать чемодан, приходит Тарик и спрашивает, куда она пойдет одна. Госпожа Хаджер говорит: я не знаю, пока она не поймет, я уеду. Когда Тарик говорит, что вы не сможете решить эту проблему, убежав, госпожа Хаджер говорит, что другого пути нет. Тарик отвечает, что есть другой путь. Когда Дилан и Бэрон возвращаются в особняк рука об руку, Берфин приветствует их и говорит: как приятно видеть вас такими. Дилан говорит: спасибо вам, и говорит об огромной поддержке Мирана. Пока Баран говорит, что встретится с Акифом, и идет в свой кабинет, Дилан идет в свою комнату, чтобы я мог переодеться. Когда Баран, который находится в кабинете с Акифом, спрашивает, нашел ли он владельца браслета, Акиф отвечает, что нашел, и объясняет, что это Хаджер Ханем, даже если это было насильно. Когда Баран узнает об этом, он сходит с ума от гнева и зовет к себе Хаджер Ханем, крича: «Мисс Хаджер!». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.